Привет! В Канаде наступила осень, и, конечно, ездит машина. Мы хотели в прошлые выходные доехать до чудесного национального парка и посмотреть на всю эту золотую, красную, всей палитры листву. Но был дождь, и погода была неудачной. И сегодня я подумал, а чего так далеко ездить? Можно выйти просто на соседнюю улицу и попытаться разглядеть всю эту осеннюю красоту на улице, которая вам уже знакома по предыдущим видео. Пройдемся? Ивы там на заднем плане, вы можете их видеть, еще стоят зеленые, а вот остальные деревья уже пожелтели. Мы в парке, на детской площадке. Деревья здесь высаживает город. Он же и отвечает за разнообразие, чтобы красиво смотрелось. Думал, что этим занимается дендролог, но нет. В Миссисаге есть профессия арборист, специалист по уходу за растениями. Конечно, куда же в Канаде без кленов? На удивление, на улице мало красных кленов. Вот небольшой ряд из них здесь. Эх, чуть-чуть не успел, листва уже опала. Пошуршать листвой. Бесценно. На шорох листвы пришла белка, проверяет, что за орехи мы здесь для нее закопали. Вообще осень в Канаде начинается официально 22 сентября, после дня осеннего равноденствия. И обычно еще весь конец сентября и октябрь стоит теплая и хорошая погода. Последние выходные перед Хэллоуином. Но это польский район, и на домах не слишком много украшений. Так что если собираетесь посмотреть, как выглядит Хэллоуин, на эту улицу можете не заглядывать. Одно из немногих украшений. Но я здесь показываю куст красного японского клена. На сегодня в прогнозе тоже стоял дождь. Но светит солнце. И мне кажется, это последний теплый солнечный день осени. Впереди ноябрь. Идут тучи, дожди и холод. Видны последние зеленые листочки на дереве, а верхушка уже вся желтым-желта. Желтый – основной цвет улицы, и всех выигрышней смотрится в лучах заходящего солнца. На удивление много зеленых листьев, как, например, на этой лиане, что обвила столб освещения и выглядит как дерево. Передай привет. Есть и березки. Вон, справа. У акации, что над головой, листья тонкой резьбы. Красиво. Особенно в солнечных лучах. Я думал, что акация это куст, из стручков которого прикольно пищалки делать, а здесь вот дерево. Семейство бобовое. Та самая улица, где деревья смыкают кроны. Ее мы уже показывали. А так она выглядит осенью. Тут клены и дубы вперемешку. И, конечно, за моей спиной черешня, в которой мы определяем, когда ехать для ее сбора. А здесь попались яблони. Все ветки усыпаны яблочками. Маленькими, но для птичек самое то. Раз уж зашла речь о плодовых, сразу всех покажу. Еще одна яблоня на улице, с мелкими яблоками, но на этот раз уже желтыми. А около школы растет куст рябины. Очень симпатично выглядит. Есть еще необычные деревья и кусты.
Молодое дерево гинка из группы голосеменных, которые древнее динозавров, с листьями в форме бабочки. Через забор высовывается флеймбуш. Flame – это пламя, если переводить дословно огненный куст. Этот куст – местный вид. Встречается в Канаде и в США. Красивые красные листья. Ну и совсем не ожидал, что розы все еще цветут. Конец октября вообще-то. А вот георгины, осенние цветы, тоже шикарно цветут. Надо и нам такой посадить. У нас роза давно цвела, только ягоды, как у шиповника, остались. Зато рядом цветет космея. Еще не потеряла цвет гортензия. Замечательно растет, подарена нам от чистого сердца. От предыдущих хозяев осталось непонятное растение, но цветет. Буду звать их колокольчиками. В горшке цветет бегония. От этой можно было ожидать. Кусту клубники уже совсем плохо, совсем сник. А вот куст помидоров огурцом бодр и зелен. Последнюю красную помидорину на прошлой неделе сорвали. Тут Джек, наш кот, возмущается. Чего это мы все о растениях? Лучше нас, котиков, покажи. Давайте так, ставьте лайк, и я пойму, что вы хотите и на котиков посмотреть. На этом сегодня все. Прогулка небольшая. Пойду домой пить теплый чай. Тепла вам. До свидания.